Всем привет, друзья! Вы на канале Под микроскопом, и с вами Виктор. Сегодня я не в обычном амплуа, чувствую себя такой домашней золушкой-домохозяйкой. Видите эту гору посуды? Вот и я вижу. И сегодня наша тема касается абсолютно каждого, потому что я уверен, почти в каждом доме, на каждой кухне стоит вот такая штука – подставка или сушка для столовых приборов. Мы ведь как привыкли – помыли вилки, ложки, ножи, бросили их в сушку и забыли. Вода стекает вниз в поддон, и нам кажется, что там все чисто. Но вы когда-нибудь задумывались, а не заводится ли в этой стоячей воде какая-то своя параллельная цивилизация? Сегодня мы это выясним. И, кстати, я признаюсь, ради науки я пошел на преступление против чистоты. Я не мыл эту сушилку 3 дня. Воду не выливал, поддон не протирал. Там на дне сейчас настоящий бульон. Давайте глянем, кто успел там прописаться за 72 часа. Погнали к микроскопу. Начинаем с малого. Увеличение 40 крат. Знаете, на первый взгляд, вода как вода. Ничего криминального. Прозрачно, спокойно. Но подождите секунду. Видите? Появляется первый обитатель нашей кристальной чистой сушилки. Шустрый такой, куда-то торопится. А вот и второй житель. Смотрите, как он нарезает круги прямо под нашими приборами, которыми мы завтракаем. И вот уже третий проплывает мимо. Друзья, вы сейчас, наверное, думаете, Виктор, ну серьезно, ты из-за этих 3 несчастных микробов заставил нас смотреть видео? Если бы. Я бы не был Виктором, если бы не показал вам настоящий масштаб. Передвигаем стекло, и вот посмотрите. Целая колония. И вот еще одна. И еще. Видите это копошение? Это уже не случайные гости, это полноценные поселения. И это всего лишь 40 крат. Уже на этом этапе стоит задуматься, а не пора ли пойти и помыть свою сушилку прямо сейчас? Но не переключайтесь, самое интересное впереди. Заглянем поглубже. Увеличение 100 крат. И вот они, наши главные герои. Знакомьтесь, это знаменитые инфузории колподы. Не пугайтесь названия, они на самом деле ребята мирные, для человека совершенно безвредны, даже если их там будет целый батальон. Но у колпод есть просто фантастическая фишка, они чемпионы по выживанию. Этот процесс называется инцистирование. Если ваша сушилка вдруг высохнет, колподы не умрут. Они покроются плотной защитной оболочкой, превратятся в такие микрокапсулы и будут ждать. Они могут выдержать лютые морозы, жару и лежать в этой сушилке годами в виде пыли. Но как только вы помоете ложку и в поддон упадет капля воды, они оживают буквально за считанные часы. Но почему их здесь так много? Вот тут стоит насторожиться. Колподы, они как индикатор. Они не едят пластик сушилки, они питаются бактериями, водорослями и органическим детритом. Проще говоря, остатками нашей еды. Видите эти ошметки на экране? Это микрокусочки того, что мы не домыли. А раз есть еда и колподы, значит тут кишат и бактерии. А теперь заглянем еще глубже. Увеличение 400 крат. Вот здесь мы видим настоящую проблему. Видите эту пыль, которая постоянно движется? Это те самые бактерии. И именно из-за них стоячая вода в поддоне становится опасна. Колподы-то их едят, но они не справятся со всей оравой. В кухонной сырости без дезинфекции размножаются очень неприятные ребята. Давайте разберем по полочкам, кто там может жить. Во-первых, есть безопасные бактерии, их большинство, они просто разлагают органику, убирают за нами, от них вреда нет. Во-вторых, условно-патогенные, это средний уровень опасности, например, синегнойная палочка. Она обожает влагу и создает тот самый скользкий налет на пластике. Если у вас здоровая кожа, ничего страшного. Но если на пальце есть ранка, и вы почесали глаз грязным пальцем, ждите воспаления. Сюда же относится клепсиела, которая может попасть с овощей или из водопровода.
И, наконец, патогенные. Высшая лига опасности. Друзья, если вы резали на доске сырую курицу, а потом плохо помыли руки или губку, и этой же губкой протерли вилки, в поддон могут попасть сальмонелла или кампилобактер. А это уже серьезные кишечные отравления. Кстати, у меня есть старое видео про бактерии на курице. Там вообще жесть. Обязательно посмотрите после этого ролика. Логичный вопрос. Виктор, ну я же помыл поддон. Откуда там снова взялись через день? Ребята, микромир повсюду. Из воздуха. Бактерии, споры грибков постоянно летают по кухне. Как только они находят влажное место, все, они дома. С чистой посуды. Мытье – это не стерилизация. На тарелках всегда остается мизерное количество микробов, которые смываются в поддон. С водопроводной воды. Она не стерильна. В ней есть допустимое количество бактерий, которые в стоячей воде начинают плодиться как безумные. И с ваших рук. Переставляете чистую посуду в шкаф и привет! Занесли порцию микробов на пластик. Ну и, конечно, главная беда – это перекрестное загрязнение. Та самая сырая курица, о которой я говорил. Плохо помыл нож, и в сушилке начался бал сатана. Что делать, чтобы не выращивать зоопарк на кухне? Все просто. Записываем. Сливайте воду каждый день. Не ждите, пока там заведется рыба. Раз в неделю мойка с губкой. Простого средства для посуды хватит. Глубокая чистка раз в 2 недели. Замочите поддон в теплой воде с уксусом или содой. Уксус шикарно убивает бактерий и убирает известковый налет. Сушка. Самое важное, прежде чем ставить все обратно, дайте подставке полностью высохнуть. Без воды микробам ловить нечего. Вот такое исследование, друзья. Надеюсь, после этого видео вы посмотрите на свою кухню немного другими глазами. Если было интересно и полезно, ставьте лайк. Пишите в комментариях, какую еще домашнюю вещь мне проверить под микроскопом. Может, губку для обуви или зубную щетку. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые открытия. С вами был Виктор и канал Под микроскопом. Мойте сушилки и будьте здоровы. Всем пока-пока. Если ваша... Если ваша... Если ваша... Ваша, блин... Если ваша... Да что такое скажешь? Если ваша сушил... Да что... Если ваша сушилка... Шоссе в кухонной сырости без дезинфекции... В кухонной дезинфекции... Блядь, какая в кухонной дезинфекции...